Привет-привет! Здравствуйте, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал. С вами Каролина. И сейчас хочу предложить вам гадание. Давайте посмотрим, сделаем мальфарскую восковую отливочку и посмотрим, что впереди, о чем вам знать необходимо, либо желательно. Так, и давайте мы приступим. Благодарю вас сердечно, мои хорошие, за поддержку канала, за ваши лайки, комментарии, подписку, за донаты, за все, за все. Сердечное вам спасибо. Будет решаться какая-то судьбоносная ситуация, и в этом моменте у вас как корона на голове, видите, вырастает. Поэтому карьерный рост, предложение, возможно, от мужчины поступит. Вот такой момент. Семья собирается за круглым столом, ну, круглым образом, в принципе, за столом. Какое-то решение будет приниматься. В момент вот этого сбора будет приниматься какое-то важное решение. Так. Какой-то идет крутой поворот. Вот у кого такая ситуация, что вы прямо понимаете, да, что что-то назревает, да, будет крутой поворот. Так, между прочим, есть небольшое предупреждение. Быть осторожными на этих крутых ваших виражах. Осторожными, знаете, с чем? С высказываниями. То есть, если хотите что-то резко сказать, найдите слова, скажите более мягко, чтобы вы и донесли мысль свою, и в то же время человека не обидели, не зацепили, скажем так. Да? Вот такая вам подсказочка. Вот, чтобы не наживать врагов и не усугублять ситуацию. Так, идет достижение цели. Наметили какую-то цель, идете к ней. Но здесь человек вот идет, знаете как, вижу цель, не вижу препятствий. Вот так вот. Нахрапом таким. И вы получите, вы свою цель возьмете в руки. Как будто человек решил себя сделать совершенным. А это ведь не так уж и реально, да, добиться совершенства. Если, конечно, вы работаете над физикой, да, над телом и хотите его сделать совершенным, то, в принципе, возможно. Ну, а дух наш, он всегда немножко слаб. Но стремиться можно. Приходит к вам сила в каком-то деле, в каких-то условиях. Как будто вот вчера еще вы себя в чем-то ощущали, ну, слабым человеком, а теперь вы именно в этом моменте наконец-то чувствуете себя сильным или сильным человеком. Это хорошо, это, дорогие мои, значит, что-то получите в ваши ручки такое, что вы поймете, о, теперь я ничего не боюсь. Может, это какие-то документы, да, что вы не боитесь никаких превратностей судьбы. Либо просто уверенность в себе, когда человек просто вот зреет и понимает, да, что я могу за себя постоять, я могу добиться своих любых целей. По крайней мере, тех, которые от вас зависят. Итак, вот здесь у нас прорисовалась, смотрите внимательно, императрица. Это женщина, которая, ну, такая владычица, знаете. Будете чем-то таким владеть. Здесь можно, конечно, и управлять, допустим, коллективом, либо домовладение идет, да, в ваши руки. Но в этом случае вы будете эту корону нести очень достойно. Вот уже нам второй раз идет корона, да, идет кому-то коронование. Ну, вы это почувствуете. Такие моменты даром, что называется, не проходят. У кого сейчас есть тяжбы какие-то, да, идет момент, подводит момент, приходит время наступления правосудия. Либо, если между людьми был какой-то конфликт, например, может, кто-то вас обидел как-то, что-то нехорошее для вас сделал, вы можете услышать, либо узнать, что человек этот, например, получил бумеранг какой-то от жизни. И для себя просто подумайте, да, как бы мысли вслух, что ну вот правосудие и свершилось. Так, кто-то стоит на коленках, кто-то перед кем-то на коленках будет стоять, о чем-то просить, прощения то ли просить, то ли это может быть, знаете, когда колечко может мужчина, да, стать на коленочку и дать колечко. Ну, такой момент вижу. Цифры идут. Цифры 4, 5. Может быть, это 45.
вокруг этих двух цифр вижу очень светлые, теплые, добрые энергии. Такое ощущение, что будет перемена в жизни какая-то очень хорошая, вот именно связана с цифрой 45. Может быть, вам 45 недавно было, или скоро будет, или будет в этом году, да? Здесь какая-то большая-большая светлая такая перемена идет. Вот. Но также мы, конечно, и на все другие моменты обращаем внимание на эту цифру, да? Там билеты различные и так дальше. Так, какой-то колокольчик. Будет звенеть колокольчик. Это, конечно, новость у нас. Это какое-то сообщение. Ну, так нежно звучит, нежно так звенит. Это какое-то хорошее какое-то приятное сообщение. Может быть, кто-то узнает, например, что беременность у вас, да? И вот так вот колокольчик нежным таким голосочком прозвенит. Может быть, этот колокольчик, это такой напоминание, допустим, что нужно какие-то ускорить события, да, может быть, подняться с дивана, что-то закончить, что-то начать, вот, что как бы время уходит, и не надо его терять понапрасну. Так, идет новое знакомство, мужчина и женщина, будете очень похожи внешне. Прямо вот стоите, допустим, рядышком и смотрите, как вот в свое отражение. То есть, может быть, такой тип лица будет, да, похож. Вот. Именно внешне похожая пара. Ну, я вижу, что у вас тут и взаимопонимание хорошее идет. Так, вы знаете, что вы еще понравитесь вот этот мужчина, которого я вижу, вы очень понравитесь его другу. Он вам об этом однажды скажет, что вы когда познакомились, что он влюбился тоже. Но он как бы не посмел влезать, как бы это же друг, да. Вот, просто вы такой мечтой для него останетесь, музой. Вот так вот, такой момент. Он вам когда-то скажет об этом. Так, вот женщина ходит, и рожки у нее на голове. Ну, здесь, конечно, понятно, что... Стоп, не совсем понятно. Во-первых, это может быть показано то, что реально женщине кто-то рожки наставляет, да, мужчина, допустим. Но это еще может быть показана женщина, у которой очень такой вредный характер, да, которая так себя ведет, да, что к ней в недруги лучше не попадать. Поняли, да, что такое у нас рожки? Вот. Такую женщину. Я ее вижу со спины. Вот. Вижу, что такая как-то широкая, как будто спина. Может быть, полный человек. Или, знаете, такая фигура спортивного типа. Такой момент. Вот вижу, женщина, смотрите, нежится на пляже. Кто-то будет отдыхать. Фигурку свою тут всем демонстрировать, красивую. Идет какой-то отдых. Я вижу, что вы на пляже. Рядышком вот планшет или компьютер или телефон. И, значит... проводите время, скажем так, в соцсетях, может быть, вот такой момент. А здесь, значит, солнышко. Так, подписывать будете, вот он прорисовался. Смотрите, какая бумага, договор и цифра 7. Прямо вот на этой бумаге цифра 7, как печать прямо стоит. Вот, смотрите. Вот я убираю специально свечечку, чтобы вы увидели. Здесь какие-то семейные дела, да, будете подписывать бумаги. Дарственные, наследство, может быть, кто-то роспись, да, расписываться, если будете. Что-то связано с семейными делами. Расцветает, подрастает какая-то девочка. Вот она уже подрастает в девушку, да, может быть, на ваших глазах, может быть, доченька, допустим, ваша, да. Я вижу, что очень счастливая судьба будет у этой девочки. Просто вот лучи солнечные вокруг, цветы. Ну и девочка такая, знаете, с одной стороны пробивная вроде, а с другой стороны романтичная. Ну такой вот набор есть в ней ценный. Внешне очень привлекательная, очень счастливая будет судьба. Со временем туда дальше есть еще шанс такой, что и знаменитой будет. Это может быть чья-то доченька, чья-то сестричка, а может быть кто-то зашел ко мне на гадание, да, именно вот молодая какая-то девчушка, очень молоденькая.
Так, здесь вижу, дятел прорисовался у нас. Ну, кто-то кого-то достает, да, одно и то же, говорит и говорит. Скажем, есть такое выражение смешное, да, как дятел долбит же дерево, да, как вот и говорят, так что ж ты так задолбал. Вот, поэтому здесь может быть, когда один человек очень настойчиво что-то хочет или требует от другого человека, как бы как надоедает, да, но здесь может быть и поклонник какой-то надоедливый. Это могут быть показаны и отношения родителей-дети, да, когда родители там бесконечно воспитывают, вот такой момент. Но здесь я вижу, что окружающие от этого дятла здорово устали, и прямо вот хочется им убежать. Если вы за собой замечаете, что вы кого-то так очень сильно прессуете, да, ну, немножко нужно, значит, отойти от этой практики, да, потому что вижу, что окружающие просто хотят уже куда-то сбежать от этого дятла. Так, кто-то машет вот так пока, до свидания. Какое-то прощание, кто-то кого-то провожает. Может, гости у вас были или сейчас есть, да, и будете провожать. Кто-то будет куда-то уезжать, а другой человек провожает. И машет пока-пока. Так, вот парочка целуется парочка. Что большие планы у этой пары есть. Но эти планы будут как-то сдвигаться. Обстоятельства вырастают, но не так, чтобы это не, было непреодолимо. Преодолимо. Но вырастают обстоятельства, и будете что-то, ваши какие-то планы будете как переносить. Вот так бы я сказала. Да. Может быть, планы связаны с встречей или с более серьезными какими-то вещами. Так. Вот вижу женщину, мужчина приводит в дом женщину, хочет познакомить со своей семьей, или с родителями, или, допустим, с взрослыми детьми. Вот. И так будет женщина стараться как бы и понравиться, и показать себя с хорошей стороны, с классной, да. Вы знаете, здесь такое важное очень мероприятие, скажем так, будет проходить. И вот женщина пройдет его, ну, очень, скажем, классно. Я вижу, что понравится всем, и, ну, мужчине скажут, да, нам нравится. Хотя он не будет слушать. Это не тот случай, не тот человек, который прям вот за советом пришел. Просто мужчина знакомит с женщиной, которую он выбрал для жизни. Вот, поэтому скоро будет вот такой момент. Такое глубокое знакомство какое-то, да, когда вот приводят в семью. Вот такое у нас сегодня гадание, дорогие мои. Вот такие, знаете, вроде бы простые подсказки, но, тем не менее, что-то да можно и взять себе на заметочку, да. Давайте с этой стороны, горячо немножечко. Посмотрим с этой стороны. Так, женщина показана. Женщина такая, знаете, матушка, прямо вот мама, которая вот обо всех заботится. И действительно, вот ребенок маленький, как ангелочек. Может быть, у кого-то будет малыш, может быть, у кого-то будет внучок, да, какие-то такие вот ангельские энергии рядом летают, именно возле матушки-мамушки. У этой женщины есть мысли очень серьезные о каком-то человеке. Может быть, о нем и о его детях, или о ваших общих детях. Вот что-то такое. Будет хорошо здесь что-то сбываться, связанное с этой женщиной и с вот этими мыслями, и с детскими энергиями. Может быть, это просто мысли о муже, о детях, да, вот такая вот здесь показана у нас дама. Так, этой женщине обратите еще внимание, смотрите, какие-то есть проблемы, возможно, или по-женски, или с ногами, но они решаемые, да, но тем не менее обратиться, скажем так, к доктору надо. Но они, конечно, решаемые. А знаете, что я еще хочу сделать? Вот очень мне хочется вот этот воск вылить сейчас и посмотреть, что вот здесь еще со свечечки выльется. Давайте, оп. Вот прям вот захотелось и все. Тут, знаете, прям нестерпимо, не сдержалась. Давайте. Так, секундочка. Пусть оно застынет, я посмотрю. Так, маленькие люди, маленькие, либо дети,
обращаются к мужчине. Мужчина такой король, стоит с короной, смотрите, с крупным носом. Что-то хотят, дай, дай. Может быть, конечно, здесь показан мужчина, который должен деткам алименты, допустим, платить, да? А сам такой не бедный. И смотрит не на деток, а куда-то в сторону, куда-то далеко смотрит. Как бы в свои планы там у него. А кто-то стоит и говорит, дай, дай. Вот сзади этого мужчины еще смотрю, какая-то белка крутится. Белочка. Вы знаете, такое впечатление, что мужчина ушел какой-то из дома, оставил детей, наслаждается, прохлаждается, да, тратит свою жизнь на свое удовольствие, а здесь показаны кто-то, кто нуждается в его любви, в его заботе, в его денежках. Вот прямо над мужчиной, смотрите, здесь такой стоит даже не то что бумеранг, а чуть ли не меч. То есть, если этот мужчина не обратит внимание на этих детей, не начнет уделять внимание и денежку давать, заботиться, я уж не говорю там вернуться, допустим, в семью, то этот меч может вот эту корону срубить. То есть улетит корона, что-то потеряет этот человек. Либо власть свою, либо какие-то деньги, либо работу. Что-то такое может потерять, если не повернется к своим деткам. Так, вот это еще посмотрю. Угу. Но здесь опять вышло то же самое. Вот только что мы видели, да, что рекомендовано женщине, вот к гинекологу по-женски нужно обратиться и сходить. И снова я это вижу. Поэтому, пожалуйста, девчоночки, кто давно не был у доктора, милости просим, надо сходить. Ничего там такого не вижу страшного, но лучше раньше, чем позже. Правда, правда. Все, всем желаю счастья, любви, мира, добра, гармонии, всех благ земных. Не забудьте, пожалуйста, конечно, подписаться и поставить лайк. Для меня это важно. А вам всего доброго и до новых встреч.